Привет! Тема сегодняшнего вашего расклада. Кто из вас для него важнее? Любовный треугольник или четырехугольник? Я делаю небольшой экспресс-расклад на эту тему, поскольку очень много запросов. Очень часто так бывает. Мы с одним живем, другого любим. Один мужчина в голове, другой на кухне, третий в спальне. Непонятно. Разные чувства к разным мужчинам. И у разных мужчин бывает разные чувства к разным женщинам. Если вы себя нашли в ситуации, когда вы спрашиваете, кого он больше любит, меня или мою соперницу, я не буду говорить жена, любовница. Мне очень не нравится. Это не эзотерические совершенно понятия. Эзотерическое понятие одно. Живая любовь. Это в любом случае живая любовь, понимаете? И поэтому в этой колоде Ленорман у нас есть две пары. Смотрите сюда, смотрите внимательно. Это две пары. Кстати, для вас актуально в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». Я сейчас сделаю такой экран, чтобы вы могли наблюдать за энергетикой этих карт. Вот немного больше вам покажу. И выбрать из этих четырех карт, где вы, а где она. Можно смотреть несколько раз. Один раз выбрать ее в одном обличии, другой раз в другом обличии, себя в одном обличии, в другом, энергетику почувствовать. И каждый раз, когда вы будете смотреть, вы будете улавливать какие-то моменты, потому что не бывает неправильных слов или неправильных предсказаний. Дело все в том, что даже заказанный расклад или вот такой для всех, как я делаю, в любом случае с вами проиграется только то, что должно проиграться. И вы услышите только те слова, которые вы должны услышать. То есть, другими словами, будьте открыты для того, чтобы получить информацию. Представьте себя и ее, смотрите все видео, а там все прояснится, где что и как. Расклад все расставит по полочкам. И если, может быть, вы скажете, я чего-то не поняла, мне чего-то не ясно, ваше подсознание, ваше высшее Я без слов поймет карты. И вот вы увидите, что после расклада в течение недели, 2-3 придет осознание, что расклад именно хотел вам сказать. Здесь два мужчины, может быть, это любовный треугольник из двух мужчин, одной женщины. То есть, какой мужчина для вас более важный? Что один может вам дать, что другой может вам дать. Я все буду озвучивать, все, что слышу. И я буду читать вам карты правдиво, так как они будут выходить. Я читаю ченнелинг, всегда делаю, читаю каналы живых карт. То есть, что в канале есть, я все вам выжимаю из этого канала. Все буквально даю в раскладах. А сейчас представьте себя как наяву. Представьте, может быть, соперницу или не представляйте ее. Она в любом случае, если нужно будет, скажет вам что-то через расклад. А если не нужно будет, пройдет все мимо. Да? То есть, вылавливаете, выуживаете, высеиваете свой золотой песок, свои моменты в раскладе. А то, что не нужно, отбрасываете. А также два мужчины, можно представить тех мужчин, о которых сейчас вам хочется узнать всю правду. Я сделала такой нормальный экран опять. И начнем с вами, девочки мои любимые, смотреть. Мои любимые подружки, все для вас стараюсь, чтобы вы определились, чтобы вы смело шли по жизни, ничего не боялись. Ну вот, смотрите, что делается здесь. Если нужна будет помощь магическая, это лаванда заговоренная. Мы с вами очистим от негатива. Ну, вообще любой мой расклад, он автоматически чистит от негатива, потому что я общаюсь только со светлыми высшими силами. Открыла лаванду такой, пошел аромат великолепный. Вы даже можете его почувствовать через экран. А я сейчас буду вкладывать назад в колоду этих действующих лиц. Вот такая госпожа и такая госпожа. Вот такой господин и такой господин. А господин идет куда ему положено, да, и еще один господин идет, куда ему положено. Ну, а эти две госпожи будут у нас источниками расклада. Смотрите, вот эта госпожа входит в колоду, и она вселенски перемешивается с остальными картами, и там, где нужно было, она будет. Потому что никогда не бывает так, чтобы случайность какая-то была, да? Рукой предсказателя ведет сама судьба, а вашим пальчиком вела судьба, когда вы выбрали расклад посмотреть. Кстати, когда вы выбрали посмотреть, именно в тот момент для вас будет и актуально. Это еще одна госпожа вкладывается в колоду, и спросите у себя, кто из вас двоих сейчас для него важнее. Я буду искать сейчас при диагностику двух дам, да? А вы знаете, где кто? Вы загадали, вы знаете. Смотрите, пожалуйста, все видео. Какая из двух дам для него важнее?
и вообще какая для него, что означает, да, даже не важнее, а какая что означает, потому что вот эта важность, она меняется от дня ко дню, а будущее, с кем он планирует, мы посмотрим. Итак, все вроде бы очень тщательно готово и перемешано. А мы сейчас будем с вами смотреть, какая из дам для него важнее. И вообще, какая из дам, что для него представляет. В Ленорман только прямые нужно смотреть, кто не знает. Перевернутые в Ленорман не смотрятся. Вот один мужчина вышел. И вот с этим мужчиной, это в возрасте мужчина, ну не обязательно, просто вот такой портрет у него, да, будет свидание с кем-то, но свидание будет хитрое. Он что-то замышляет. Вот этот мужчина что-то замышляет. Давайте его просто отложим так. Я буду продолжать делать предиагностику. Всех 4 действующих лиц посмотрим. Потом оставим на столе только 2 госпожи. И будет четко и ясно. Все понятно. Вот еще один мужчина. Сразу вышли, кстати, мужчина, а не женщина, понимаете? Так что я не вижу здесь напряжения вот такого, как вам кажется. Напряжение, если и есть, так намного меньше. Мужчина этот нравится многим женщинам. Рыбы и сад. Вот этот, который помоложе, ну, именно этот портрет. Рыбы и сад. Он нравится многим женщинам. Он такой женский угодник. Ну, обычно, если мужчина женский угодник, он преследует какой-то свой интерес, естественно. Интерес наслаждений, почему нет? Потому что вообще-то все на этой земле наше рождено для наслаждения. И в наслаждении нет греха. Еще раз повторяюсь, но если есть наслаждение за счет того, что кому-то больно, это, конечно, грех, и с этим нужно что-то делать. Итак, вот одна из госпожа вышла. Мне нравится слово госпожа, уж извините, кому не нравится. Господин, в моем понимании, госпожа – это те, кто владеет своей жизнью. Идут по своей дороге свободные, сильные люди. Свободные в смысле, что идут куда хотят, да? А то, что если вы в отношениях, вы уже не свободны, и он не свободен, это факт, так должно быть. Вы смотрите, ну если вы, на карту дом и ребенок. И у вас может быть ребенок с этим мужчиной или с другим в доме. Вы заботитесь о ребенке, вам ребенок очень важен, счастье ребенка для вас номер 1. Может быть, вы в разводе ищете себе партнера, но для вас самое главное даже не ваше вот сексуальное к нему привлечение, а счастье ребенка с этим мужчиной. Вы, наверное, делаете ошибку, потому что ребенок временно маленький, а вам с этим мужчиной жить. Так что если вы строите свои отношения с позиции понравится ли мужчина вашему ребенку, с точки зрения эзотерики вы делаете ошибку. Но так говорят карты. Я считаю канал карт, от себя ничего не говорю. У вас в доме будут какие-то новые перемены, потому что ребенок, если у вас не завязано на детях ничего, да, ребенок может означать, что свежие какие-то новые перемены будут в доме у вас. Так, смотрим дальше. Мы ищем еще одну госпожу. Вот она и вышла. Смотрите, эта госпожа, очевидно, замужем, это постарше, если постарше, вообще можно, независимо от возраста, конечно, загадывать. Эта госпожа может быть замужем, здесь кольцо и книга. Этой госпоже по судьбе быть замужем, вот одна она никогда не будет. Если вы, эта госпожа, и до сих пор одна, вы идете против своей судьбы. Может, вы отказали кому-то, так получилось, кто-то вас настроил или вы сами себя накрутили, если вы одна. Но если это вы, вам по судьбе никогда не быть одной. Если вы сейчас одна, это против вашей судьбы. Вам нужно что-то сделать. Искать человека любимого, вам по судьбе иметь счастливые отношения, где есть доверие, взаимопонимание, где есть сотрудничество партнеров, да, где есть то, что вы идете в одном направлении, что вы очень похожи по энергетике и по своим жизненным установкам. Вообще, кто не знает, мы неправильно в молодости ищем партнеров. Партнеров нужно искать себе подобных, да, и бывает так, что и вообще всю жизнь неправильно их ищем. А партнеры должны быть нам подобны по энергетике, по желаниям, по устремлениям, по образованию, если там неплохо тоже. То есть подобный человек с подобными установками нашим, с интересами подобные, и самое главное, с характером.
Если мы идем правильно по судьбе, ищем человека нам подобного, мы всегда будем счастливы. Но это очень мало у кого происходит. Обычно такие параметры у нас совершенно другие. Там, чтобы он был состоятельный, это правильно. Состоятельный человек, он человек разумный, это правильно. Но в любом случае это всегда должно быть второстепенно. Чтобы он был, какой нам еще мама нам диктует, да? Чтобы он на ногах стоял, чтобы хорошо зарабатывал, чтобы был серьезный, для серьезных отношений. Все это очень важно. Вы понимаете меня правильно. Все это очень-очень важно. Но самое главное, мама никому никогда не говорит, чтобы этот мужчина был похож на нас. Да? По характеру, самое главное, по характеру и по энергетике. Если мужчина не будет похож на нас по характеру, с ним не будет любви особенной. Брак развалится. Может быть, это ваша ситуация. Это ситуация 99% всех людей на Земле, поскольку никто не ищет себе подобного. Принято понимать вторая половинка, то есть другой человек, да, отличается. Другой в том смысле, что он сексуально другой, другая, да, чтобы друг другу притяжение сексуальное было. Только в этом плане другой, а во всех других планах подобный. Если вы хотите с человеком все-таки жить дальше, вам нужно обоим меняться в сторону понимания друг друга, в сторону, свой характер придется ломать, другими словами, и вам, и ему, чтобы друг к другу приспосабливаться. И это иногда очень-очень трудный, ломкий, страшно тяжелый, длительный процесс, и не всегда он, к сожалению, бывает успешным. Тем не менее, это мужчина с усами, такой темный, я бы сказала, да. Свидание с ним будет, но он хитрит. Если у вас будет с ним свидание, нужно смотреть ему в глаза и спросить, а что еще ты хочешь мне сказать? Он хитрит, он в двойную игру какую-то играет. Мужчина, который вот здесь посветлее, но не обязательно, что такая масть у него. Вы загадали, как посчитали нужным. У него очень глубокие чувства есть к вам, а также у него есть, понимаете, он вообще женщин любит, и женщины любят его. Так что даже если у него к вам глубокие чувства, ревность всегда будет с ним. Без ревности никуда не уйдешь, потому что рыба и сад. Вот эта женщина, которая, здесь помоложе, посветлее волосы, здесь какая-то новость будет в доме. Что-то новое будет в доме. Может быть, новая встреча с мужчиной будет. Вот эта женщина, здесь стабильные отношения, может даже кармические, кстати, потому что книга и кольцо, может какие-то сложные кармические отношения. Я сейчас при диагностику убираю, кстати, я и мужчин тоже убираю в колоду, потому что расклад был озвучен так: кто из вас сейчас важнее для него. Поэтому я оставлю 2. Вы загадайте своему мужчину, 1 или 2. Как я уже вначале сказала, как желательно. А вы госпожа, вы хозяин-барин. Вы выбираете, как вам с этим раскладом работать. Я делаю вам этот расклад в дар, даю, да? А вы решаете, как с ним работать. Итак, 2 здесь госпожи у нас. Какая из вас для него важнее? Кого, может быть, он выберет, можно так озвучить. В общем, представить себе вашу ситуацию и не торопиться делать выводы. Знайте, что нужная информация обязательно к вам придет. 3 карты здесь. И 3 карты с этой стороны. Окей? Будем смотреть. Итак, с левой стороны, вот эта госпожа с левой стороны. Смотрите, дерево, книга опять вышла. Вот книга опять этой госпожи вышла. Не случайно. Карты никогда ничего показывают, просто случайно, да? Книга и леса, а также дерево. Вот это 3 карты. Но я же должна сравнивать, потому что здесь была озвучена тема «Какая из вас?», «Кто из вас?». Поэтому здесь мы вначале все откроем, потом сравним. Смотрите, здесь какая штука. Клевер, собака и змея. Причем в этой колоде есть 2 змеи, да. Это змея молодая, которая меняет кожу. То есть не обязательно молодая, кстати, но змея, которая выросла из своей кожи. То есть эта змея слабая, она прячется обычно под камнями, чтобы
нарастить новую кожу. Эта женщина сейчас в слабой ситуации, в слабой позиции. Она хочет угодить мужчине, она все делает, чтобы ему угодить, чтобы по его правилам играть в жизни и надеяться на лучшее. Вот эта, которая помоложе. И надеяться на лучшее, да. Это же, вот с этой стороны, госпожа, она хитрее, она опытнее, потому что лиса и молодая змея – это две разные совершенно ипостаси, да. Она мудрее, она более взрослая, она прошла жизненный путь нелегкий, она обожглась не раз, и она знает, что судьбу не обманешь, судьбу нужно свою строить, потому что высшие силы помогают тем, кто что-то делает, да. И здесь две карты судьбы, и книга, и дерево, которые из вот этих двух женщин для него важнее. Я бы сказала, он и с той, и с другой, потому что женщины обе очень активные, харизматичные, интересные. Вот потому что женщины вот такие интересные, харизматичные и активные, это которая постарше, как лиса, активная, яркая, у себя на уме, знает, что делает в жизни, идет своей дорогой. И потому что вот такая она яркая, она очень, как сказать, вот это действенная, да, она не перекладывает на других свои дела, она их сама решает, она не дает никому собой управлять, свободная женщина. Она вот этим его и зацепила, вот это которая. Здесь же мы видим, я покажу вам поближе, вот эта женщина. Она, знаете, как говорится, женщина сильная своей слабостью, вот это эта женщина. Может быть, она помоложе, может, мало жизненного опыта, может, сейчас эта женщина находится в ситуации, где ей тяжело, где ее обидели, оскорбили, унизили. И она сейчас пробует залезать, залечить свои раны. Ей очень тяжело, ей очень больно внутри, ее предал кто-то. И она этому человеку полностью доверила свое сердце, доверила свою удачу, а человек наплевал в ее душу. Так можно сказать грубо, конечно, но извините, как уже вышло, так и сказала, да. Вот. И ей сейчас очень тяжело вот этой женщине. Она старается понравиться, да, мужчине, она старается ему показать, что она добрая, хорошая. Это на самом деле так и есть, она добрая и хорошая, потому что собака так просто не выходит. Она хочет показать свою доброту душевную и простоту душевную, клевер собака. И ей сейчас очень тяжело, ее предали, ее подставили даже где-то. Вот судя по этому раскладу, по началу расклада, кто для него важнее, которая из этих двух женщин, ему важнее. Из этих двух раскладов я вижу совершенно разные чувства у него к одной и ко второй. Которая слева, как равноправный вот партнер, да, он чувствует силу женщине, а раз женщина сильная, ну так принято, я вообще не совсем согласна, чисто потому что я эзотерик. Когда я говорю, я не совсем согласна с тем или с другим, я имею в виду как эзотерик, но нет как человек. Потому что как человек я нейтрализованная, когда я делаю расклады. Но как эзотерик не согласна, что сильная женщина неинтересна мужчине. Все зависит от мужчины, все люди разные. Так вот здесь, вот понимаете, в нем борются два чувства. Одно чувство, что ему нравится сильная женщина, заводит его независимая, сильная дама. Вот, очень нравится. А с другой стороны, он хотел бы тоже быть спасателем, героем. У него такой архетип тоже имеется, да. Поэтому вот такая женщина, которая нежная, опять же, слабая. Вот добрая, это сейчас расценивается как слабая, это очень добрая женщина, а это сильная, это привыкла сама все решать, а эта женщина просит помощи, конечно, да. Вот ему та и другая мила, но по-разному. Кто для него важнее? Вот он сам состоит из этих двух частей, поэтому я вижу здесь 50 на 50, та и другая важная, но когда я расклад закончу, я вам скажу вот полное резюме. А теперь две карты эти берем, крест и кольцо. Смотрите, у него в роду сильные женщины, такие воительницы, такой северный тип или японский тип, женщина, которая гордая, способная сама от мужчины, она ничего не хочет. И в то же время такие женщины, они пострадали за это, потому что мужчины их обижали, называли их там, ты там как мужик в юбке, вот такую гадость такую говорили, вот, ужасно давать клеймо людям.
ужасно так обижать. Но тем не менее, у него в роду такие женщины были. Это карта крест и кольцо. Крест говорит о том, что в роду такие люди были, и он, помните, при диагностике этой вышла книга и кольцо, помните, да? Очень знаменательный расклад. Эта женщина ему очень интересна, очень интересно. Он именно верит, как в супруга она может быть, то есть, 21 век, девочки, мне иногда такие пишут обидные письма, я от себя ничего не говорю, некоторые женщины хотят патриархально жить, и это хорошо, а некоторые хотят быть на равных с мужчиной, и это хорошо. Что происходит между двумя людьми, на миллиард людей, миллиард вариантов, понимаете, здесь нельзя, если вы хотите себя подбить под какое-то клише, вы сами себя ограничиваете, под какой-то стандарт, я имею в виду, да. Этот мужчина хочет себе такую подругу, с которой будет ему равноправный партнер, понимаете, ему такая женщина очень интересна, она его действительно заводит, но он может ее иногда и обижать, он может иногда ей говорить, как мужик в юбке, обижает не по делу, вообще мужчина ляпает языком не по делу этот. А эта, которая нежная, добрая, которая слабая, да, сила женщины в ее слабости, эта женщина. 2 карты, видите, какие нежные письма он ей пишет, как он нежно с ней обращается. Он как оборотень, у него 2 женщины есть, он обеих любит, и с ними по-разному общается. С этой он жесткий, он даже меняет голос, когда с ними общается. С этой он жесткий, с этой он такой witty, он такой изобретательный, он такой яркий, острый. А с этой он нежный, это как 2 лица одного человека, он двуличный какой-то. Но опять же, эта двуличность у него, она ему свойственна, он не притворяется. Хотя у нас здесь вышла карта кот свидания, всадник и кот. Кот это он хитрит с ней, он хитрит, он хочет себе подчинить эту женщину. С ней будет общение. Это у многих проиграется, потому что птицы, весенние птицы, это общение любовное, и письмо с ней будет общение какое-то с этой женщиной, скорее, наверное, чем с этой. Может быть, у кого-то проиграется, что эта жена, это другая женщина, которая жена, он знает, что он с ней все равно, все как нужно, все по полочкам, партнеры, а здесь любовь. Здесь романтика, здесь красота, здесь красивые отношения, потому что птицы и письмо красивые. Но здесь могут быть качели, он то приходит, то уходит. А здесь хоть и есть стабильность, но эта стабильность, она давит. Кто не знает, нарочитая стабильность, четные все числа, они считаются негативными, потому что там нет движения вперед. Вообще в эзотерике, в жизни самое главное, кстати, не неудачи. Самое главное, чтобы было движение вперед. А самое плохое – это застой. Даже если этот застой и денежный, и стабильный, и все хорошо у людей, там нет жизни. Так вот здесь, скорее всего, жизни меньше. Здесь может быть живее атмосфера, но качели присутствуют. Да, сложная ситуация. Возьму еще по одной карте, а там будет видно. Хотела сделать экспресс-раскладик, но смотрю, что уже немножко дольше идет. Тема-то серьезная, да? С этой стороны, видите, тоже, домашняя птица. Домашняя птица, как сказала, так и есть. То есть, ему в доме удобнее с женщиной, которая не просит его о помощи. Ему удобнее с женщиной, которая сама решает все свои проблемы. Это общение с этой женщиной, но все-таки он такую женщину любит унизить. А с этой стороны якорь. Знаете, смотрите, здесь любовь всегда будет, потому что здесь такие отношения патриархальные, мужчина и женщина, ему это нравится, его это заводит. И постель, я бы сказала, с правой у него ярче и интереснее постель, чем с левой. Какая же для него важнее на момент просмотра? Пока не проявляется, пока проявляются обе важные. В чем дело? Я здесь возьму 2 карты и для левой, и еще с правой 2 карты возьму. Эти 2 карты дадут совет, и если нужно будет, будем добавлять. Расклад живой, если нужно будет, будем добавлять. Все проявится, все прояснится. Еще одну возьмем.
Итак, что я здесь вижу, я вам сейчас скажу. Открыла раньше с этой стороны, поэтому буду справа вначале читать. Итак, карта дерева, причем в этой колоде два дерева, одно летнее, другое зимнее. Вот видите, сказала, такие есть. С правой стороны качели, качели, качели и гора препятствия. Может быть, это тайные отношения, может быть, кармические отношения. Но во всяком случае, здесь вот эти карты говорят, что есть препятствие между вами. И карта «Зимнее дерево» говорит, что это препятствие может связывать с родственниками. Родственники здесь против. Родственники настаивают, может быть, это не брак, может быть, это тайные отношения, настаивают на чем-то, обвиняют этого мужчину, у этой женщины родственники, ее родственники, обвиняют этого мужчину, называют его даже подлецом, плохими словами, мешают им очень, как гора давит что-то. Также у него, в его родственных связях, это могут быть родители, родственники, отвержение этой женщины. Не хотят они ничего, они мешают этим отношениям, и большие трудности у этих людей. Большие трудности. А ну-ка, что здесь мы посмотрим? Это будет слева. Плетки и луна. Вот видите как? Какая из этих двух женщин ему важная? Вот показала сразу расклад, как гадает, да, вот как четко, правдиво. Показал точно его ощущение с этой особой. Но когда идет речь о совете и о том, что ну скажи нам правду, мы же вызвали этого мужчину и спросили у него, который из нас для тебя важнее. Когда идет речь о совете, он сразу в кусты. А почему он в кусты? Потому что я описала вам и правую, и левую ситуацию. Ему обе женщины важные, обе разные, и он двуличный сам. И он хочет, чтобы одна личная женщина ему вот здесь давала блаженство, а другая давала здесь блаженство. По-разному испытывать. Когда речь идет о выводе и итоге, и совете, и слева, и справа сложные карты. Карта плетки и луна. Что я здесь вижу? Эмоции. Даже вот с этой женщиной, которая ему больше подруга, партнер, такая она down to earth называется, такая приземленная, деловая, железная такая особа, которая много в жизни перенесла, кстати, но она стойкая. Вот она много перенесла, вынесла, но она стойкая, и она всегда идет своей дорогой. Совета ни у кого не спрашивает. Вот. И с этой женщиной у него эмоции начинаются. Кажется, раньше у него с ней не было эмоций, а сейчас эмоциональность возникает. То есть их отношения будут сдвигаться в сторону эмоций. Но это уже неплохо, потому что эмоции это лучше, чем безразличие. Да? Я вижу здесь плетки, это между ними может быть близость скоро, ночью, плетки и луна, или же ссора ночью, вот понимаете? Так что и то, и другое сложно, или близость, или ссора. Но и то, и другое не очень хорошо, понимаете? Вот в чем дело. С этой же стороны я вижу, что вот мешают третьи лица, обстоятельства слишком вмешиваются и мешают им тоже. Мужчина не определился. Кто из вас для него важнее? Да он свою одну эмоциональную составляющую напитывает с левой женщиной, а другую эмоциональную составляющую с правой женщиной. Вот как он поступает. Поступает ли он хорошо? Вроде и нет. Он поступает нехорошо, но он не знает, как выйти из этого треугольника. И, видимо, сейчас из треугольника вам тоже не следует выходить, а смотреть, как будет дальше все развиваться. Все покрывает любовь, да? Все покрывает любовь. Думайте о любви и не думайте ни о чем другом. И вы поймете дальше, как что произойдет, да? Держите открытыми глаза и уши. Присматривайтесь, меньше говорите, больше чувствуйте, что для вас характерно, что вам нравится, то и делайте. Перестаньте угождать мужчине с правой стороны так сильно, потому что он вас все меньше и меньше уважает, тем больше, чем больше вы его любите. Вы его действительно очень любите с правой стороны и пытаетесь ему угодить. С левой стороны я вижу, что вы знаете, как вас обижают мужчины, вот за то, что вы самостоятельная женщина. Тоже перестаньте под него подстраиваться, да. Но если эмоции вот с левой стороны возникают, это неплохо. Теперь я еще две карты возьму совета, вот эти две карты, и мы посмотрим для
левой стороны, но все-таки что-то прояснится. Видите, здесь чувство есть, это карта сердца. А с правой стороны сам мужчина вышел. Загадывали вы вот такого мужчины? Он, скорее всего, вот с этой женщиной останется, которая с правой. Но опять же, в каждый момент, когда вы будете смотреть, нужную информацию будете получать, да? Во всяком случае, он больше думает, что вот ему вот эти правые отношения нужнее. Он так думает сейчас, в данный момент. Но он любит двоих женщин, еще раз повторяюсь, потому что сердце вышло с левой стороны, да? То есть, если даже он останется с правой, он будет заботиться о левой. Если он будет пока с левой, вот как пока он с левой, он думает о правой тоже. Вот у него именно вот эта двойственность характера для него очень характерная. И эта двойственность характера, она диктует ему, как ему поступать с двумя женщинами. Видите, какой расклад, да? Довольно мощный. И я хочу сказать, что, опять же, каждый из слушателей свою информацию отсюда возьмет. Я возьму заговоренную лаванду, это попугай. Попугай – это интуит, и связь с высшими силами идет вот именно через птиц. Поэтому так, лаванда заговоренная. Заговоренная на то, чтобы все было хорошо у вас. И я заговорю расклад, пусть все плохое уходит навсегда, все хорошее остается и приумножается. Для всех моих любимых подружек, девочек, будете смотреть и поймете, пусть все плохое уходит, а хорошее остается и приумножается. Пусть все плохое уходит, а все хорошее остается и приумножается. Пусть все плохое уходит, а все хорошее остается и приумножается. Девочки и мальчики, всех вас очень люблю, обожаю, для вас очень стараюсь. Смотрите, пожалуйста, мои старые и новые расклады. Старые расклады, как старое вино или намоленная икона в церкви, всегда поможет вам, даст добрый совет. Вы, когда приходите в церковь, вы же не говорите батюшке: это старая икона, мне не нужна, дай мне новую икону. Чем икона старше, тем она мощнее. Кстати, Ленорман, кто не знает, это и есть иконы, только бытовые, жизненные, земные, которые, это духовность, помогают нам увидеть путь. Поэтому смотрите мои расклады, это все для добра только. Я преподаю Ленорман, я учитель с большим именем, с очень многими студентами, очень давно преподаю. Мой метод очень простой, и в то же время его нужно понять. Понять мой метод можно только на уроках. Уроки недорогие, кому нужно, обращайтесь. У меня учится очень много успешных людей, кто просто хочет понимать карты для духовного пути своего, да, очень рекомендую для этой цели. А также у меня учатся люди, которые хотят профессионально работать, и очень быстро можно научиться. Я бы сказала 3-6 месяцев, и вы будете предсказывать спокойно на картах по моему методу. Обращайтесь за уроками ко мне на сайт. Переход на сайт есть под каждым видео. Кому нужен учитель, меня обязательно найдет. Учиться у меня очень хорошо. Я вам даю живые ссылки на уроки, и по этим живым ссылкам, если я делаю новые уроки, а я выпускаю новые уроки каждые 3-6 месяцев, я добавляю в живую ссылку. И вы за это ничего не платите, никакой дополнительной оплаты нет. Поэтому я очень щедрый учитель, у меня учиться нормально, спокойно и очень успешно будете, это я вам гарантирую. Еще хочу сказать, что огромное спасибо все спонсоры канала, потому что я делаю только такие расклады, чтобы все могли увидеть. И хочу напомнить, заказали бы вы или посмотрели бы вот такой расклад, как мой. В любом случае вы услышите то, что вам нужно услышать в данный момент. Не то, что захотите, а то, что нужно. Ум может услышать то, что захотите, а сердце услышит всегда то, что нужно услышать. Поэтому в наше время, я считаю, можно запросто обходиться на общих раскладах. И неважно, есть у вас деньги или нет, общие расклады лучше, чем заказанные. Потому что вы расслабляетесь, ничего не ожидаете, ваша психика перестраивается. И квантово вокруг вас появляется совершенно другая аура, то есть движение в сторону улучшения, в сторону счастья, в сторону удачи и благополучия. Но это именно по моему методу, а каждый предсказатель – это хозяин-барин. Все методы, как у всех, я уважаю все методы, просто рассказываю на моем канале о моих методах, правильно? А кто не подписан, это канал для вас.
будет для вас родным, родной мой эзотерический дом, если подпишетесь. Кстати, подписка ничего не стоит, но родным быть обязательно, естественно, потому что предсказываю я для своих родных подписчиков и перспективных подписчиков тоже, новых друзей. Так что подписывайтесь, не пожалеете. Я ваш верный, преданный друг. Никогда плохого не скажу, всегда посмотрю, что самое лучшее может у вас быть, да? А вы уже сами сделаете вывод, покажу, чего нужно избежать. Обязательно, если карты плохие выходят, они показывают, чего нужно избежать. Они никак не пророчествуют там беды какой-то. Это не базарное гадание, еще раз повторяюсь, абсолютно нет. Это настоящая магическая помощь, это духовность. Духовность священная, святая. Ну вот, кстати, святая не я, священная высшая сила. Если кто не знает, кто там сразу говорит, что я на себя взяла много, я там, просто каждый слышит, что может, правда же? Огромные обнимашки вам, медвежьи обнимашки из горной, лесной, сибирской страны в Канаде, откуда я для вас из Ванкувера делаю эти видео. С любовью к вам, ваша Лена, Лена. Будем видеться.